На 50-й день после Пасхи совершается память схождения Святого Духа на апостолов. Это день рождения Церкви, потому что в этот день апостолы получили дары Святого Духа, чтобы нести проповедь Евангелия по всему миру. Обычай украшать на Троицу дома и церкви зелеными ветвями, травами и цветами призван напоминать о Дубраве Мамре, где под сенью дуба патриарх Авраам принимал 3 ангелов, образ Пресвятой Троицы. Еще одно название праздника, День Святой Троицы, возникло позднее. Природа Святой Земли тоже украшает себя к празднику. Иудейская пустыня в окрестностях Иерусалима радует цветущими кустами исопа и великолепными каперсами. Давайте вспомним историю этого праздника. В Деяниях святых апостолов говорится, что в этот день был праздник Пятидесятницы. Еврейское название этого праздника – Шавуот, в переводе буквально недели. Именно 7 недель, 49 дней, исчитывают от праздника Песах, еврейской Пасхи. И на 50-й день, поэтому и Пятидесятница, начинался праздник жатвы. В Шавуот в Иерусалимском храме совершалось специальное хлебное приношение. Поспела пшеница, из ее первых зерен мололи муку нового урожая и несли по 2 хлеба в храм Бога Живого. От жилищ ваших приносите 2 хлеба возношения, которые должны состоять из 0,2 частей ефы, пшеничной муки, и должны быть испечены кислые, как первый плод Господу. А еще это день первых плодов, Хага Бикурим на иврите, первенок Господу. Первые плоды из 7 священных растений земли Израиля приносили в Иерусалимский храм. Это пшеница и ячмень, смоквы, виноград и гранаты, поспевающие к этому времени. Существовал также и обычай украшения жилищ, синагог и храма зеленью. Камышом и травами усыпали полы, так как в этот день 6-го Сивана по еврейской традиции был спасен младенец Моисей на зеленых берегах реки Нила. И также это праздник жатвы. Ветви плодовых деревьев использовались для украшения, так как это праздник первых плодов. Позже этот праздник стали связывать также с дарованием Торы, закона Моисея на горе Синай. И цветы, украшающие дома и синагоги, напоминают о том, что гора Синай цвела и благоухала в момент дарования закона Моисею. Вот в такой благодатный и яркий праздник Пятидесятницы, когда апостолы по этому случаю все были единодушно вместе, раздался шум с неба, похожий как бы на несущийся сильный ветер. И шум этот наполнил весь дом. И явились апостолам разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из апостолов, и исполнились все Духа Святого, и стали говорить на разных языках. И дивились все вокруг, слыша каждый свое наречие, слыша о делах Божиих, каждый на своем языке. Слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. Кто-то изумлялся, а кто-то и насмехался. Они напились сладкого вина. Но последующая пламенная проповедь апостола Петра настолько повлияла на многих, что в этот день 3000 людей присоединились к новому учению. В предании церкви
Два важнейших события – это последняя трапеза с установлением таинства Евхаристии и схождение Святого Духа на апостолов, связаны с одним и тем же местом. Мы с вами находимся на высоте 765 метров над уровнем моря на горе Сион. Во времена Христа эта часть города называлась Верхним городом. Здесь проживала элита и находились резиденции первосвященников Анны и Каиафы. День еврейской Пятидесятницы по христианской традиции. Именно здесь Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов. Именно это событие стало днем рождения Церкви. И мы сейчас пойдем с вами в сторону места, где находился дом, в котором состоялась последняя трапеза Христа с учениками, во время которой было установлено таинство Божественной Евхаристии, то есть причастие. И здесь же, день еврейского праздника Пятидесятницы, когда апостолы единодушно пребывали вместе, Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков. Хочу подчеркнуть, что это конкретное помещение, которое вы сейчас видите, относится не к периоду Иисуса Христа, а к гораздо более позднему. В начале римского христианского периода здесь была сооружена большая базилика Святого Сиона. По записям очевидцев, своды ее поддерживали 80 колонн. В 614 году, во время персидского нашествия, это сооружение было разрушено. Затем были еще несколько периодов восстановления, разрушения и перестроек при правлении Византии и королевства крестоносцев. А в 1342 году король Сицилии Роберт Анжуйский выкупил у мусульман весь участок с развалинами прежних храмов и уцелевшим двухэтажным зданием горницы, построенной крестоносцами. Он передал его в вечное пользование францисканским монахам, которые и восстановили здесь эту церковь, горницу, зал которой вы видите сейчас. Давайте рассмотрим интерьер этой церкви. Обратите внимание на эту мраморную колонну. На капителе видим барельеф. Два пеликана клюют грудь третьего. Эта птица, спасающая птенцов своей плотью и кровью, в христианском искусстве средних веков стала символом жертвенной смерти Иисуса Христа. В этой капители типичный сюжет христианской символики, характерный для крестоносцев. А вот интересное строение – михраб, обязательно присутствующее в мечетях. Оно указывает направление на Мекку. Какая связь мечеть и церковь? В XVI веке мусульмане отобрали горницу у монастыря францисканцев. Такие действия со стороны султана Сулеймана были связаны с легендой о том, что именно под Сионской горницей находится могила царя Давида, почитаемого мусульманами как пророк Дауд. И до начала 20-го столетия здесь была мечеть пророка Дауда, о чем и свидетельствует этот михраб, изысканные витражи и арабские надписи. Михраб, витражи и надписи относятся к эпохе турецкого владычества на Святой Земле. Скульптура оливкового дерева появилась здесь в 2000 году. Подарок Ватикана. Скульптура очень символична. Олива напоминает о гефсиманской молитве Иисуса Христа. Плод винограда и злаковый колос, хлеб и вино, плоть и кровь Христа. Молодые отпрыски на старых 3 ветвях ствола – это рождающаяся новая христианская церковь. Сегодня Сионская горница не принадлежит ни одной из конфессий и находится в распоряжении израильского правительства. Вход для всех посетителей свободный и бесплатный. Еще мы поднялись на обзорную площадку на крыше этого здания и полюбовались красивыми строениями. Это минарет мечети Дауда, колокольня и храм Дор-Мицион, в котором почитается память Успения Божией Матери. А это птица,
сидящая на гнезде и крыльями закрывающая своих птенцов. Праздник в честь Святой Живоначальной Троицы продолжается на Святой Земле 3 дня. Первый день Святой Троицы Иерусалимская Церковь празднует торжественно в храме Гроба Господня. Патриарх Феофил в этот день совершает торжественное богослужение. По обычаю великих праздников с выходом из патриархии ко святому гробу в сопровождении архиереев и многочисленных клириков Святогробского братства. Впереди по традиции шествуют патриаршие кавасы с массивными булавами в руках. Литургия День Святой Троицы служится в пределе святого ангела кувуклии Гроба Господня, украшенной горящими лампадами и свечами. Что интересно, не в обычное время, указанное в статус-кво 2 часа ночи, а утром. Такое отступление от установленного обычая делают православные греки лишь 3 раза в год: День Святого Духа, День Фомина Воскресения и в неделю крестопоклонную. На следующий день, в понедельник, День Святого Духа, торжества продолжаются в Троицком соборе Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Заложили этот храм во имя Святой Троицы в 1860 году по изволению императора Александра II. Этот великолепный Троицкий собор был освящен осенью 1872 года в присутствии великого князя Николая Николаевича Старшего, герцога Евгения Максимилиановича Лихтенбергского и принцев Александра и Константина Петровичей Ольденбургских, а также генерала Скобелева и других высокопоставленных особ. Чин освящения совершал патриарх Иерусалимский Кирилл в сослужении начальника Русской Духовной Миссии архимандрита Антонина Капустина при громадном стечении молящихся не только православных, но даже иноверцев. Главный архитектор собора – автор русских построек в центре Иерусалима Мартин Иванович Эппингер. Посмотрите на этот иконостас. Это самое настоящее украшение храма. Мастер Николай Андреевич Леонтьев, который и изготовил это произведение искусства. Он удостоился серебряной медали на мануфактурной всероссийской выставке в 1870 году. Золотые врата подарил храму великий князь Константин Николаевич со своей супругой Александрой Иосифовной. Об этом говорит дарственная надпись на самих вратах. Со времени освящения Русского Троицкого собора в Иерусалиме его храмовый праздник установлено было переносить на второй день Святой Троицы, то есть на Духов день, потому что в первый день патриарх Иерусалимский совершает литургию на гробе Господнем. День Святого Духа патриарх Иерусалимский в сопровождении клириков Иерусалимской церкви совершает божественную литургию в Троицком соборе Русской Духовной Миссии. Интересно, что Иерусалимская церковь также совершает День Святого Духа праздничную литургию в греческой православной семинарии на горе Сион, а затем совершает крестный ход и в том числе посещает могилу царя Давида и Сионскую горницу. До революции торжества продолжались и на третий день после Троицы в Хевроне у дуба Мамрийского.
Маврийский дуб – это досточтимая святыня. Он сделался русским достоянием лишь в 1868 году, когда этот заветный дуб и прилегающий к нему большой участок земли с виноградниками достался в собственность России благодаря настойчивым стараниям архимандрита Антонина Капустина, начальника русской духовной миссии в Иерусалиме. Это было его первое приобретение на Святой Земле. За ним последовали и многие другие приобретения. До 1925 года на русском участке в Хевроне не было храма, и молебны, акафисты, всеночные и литургии служились под открытым небом у Маврийского дуба, на котором устанавливались иконы, к ветвям прислоняли хоругви, ставили свечи, рядом стояли два стола, один служил для жертвенника, а другой был престолом. Куполом было небо, полом земля, где принимал патриарх Авраам Святую Троицу. Такие службы производили глубокое, незабываемое впечатление на молящихся. Дорогие друзья, поздравляем с праздником Пресвятой Троицы и с Днем Святого Духа. Всем большой привет от нас с Ларисой из Иерусалима.